выбраться из города. Это стоило мне потери большей части моего снаряжения, и поэтому теперь где угодно переночевать я не смогу в связи с отсутствием спальника и каремата. Я обустрою себе небольшой лагерь в неприметном месте. Моя задача не демаскировать себя и место своей дислокации. Буду искать неприметную точку подальше от дорог, рек, тропинок и поселков. Мне проблемы сейчас не нужны. Сейчас нужно подумать о воде и топливе для костра. Будет не очень приятно обнаружить пустую флягу, оставив в воде саде на километры, или проснуться ночью от холода и осознать, что костер потух, а дров вокруг кот наплакал. Поэтому обо всем нужно думать заранее. Это огромный кладезь ресурсов для самых разных целей. Тут дозволено дышать полной грудью. Тут никто не скажет тебе, как и что делать. Тут воистину чувствуешь себя свободным от системы человеком. Только ты сам, зависящий от самого себя, решаешь, как и насколько быстро тебе двигаться дальше. Это место проверяет каждого, попавшего сюда на прочность, срывая маски и разрушая стереотипы. Здесь, вдали от шумных столичных улиц и модных бутиков, царит дикий мир природы. Инь и янь, Гармония и опасность. и Лидия, и головокружительные испытания. Мое путешествие длится уже долгое время. Организму нужен отдых. Сон очень важен для нормального функционирования тела. Нужно быстрее искать укрытие. Мне кажется, это место будет идеальным. Вокруг много кустов и деревьев. Они способствуют заграждению прямой видимости почти со всех сторон. Я выбрал правильную локацию. Вокруг очень много зелени. Меня никто не увидит. Эти два дерева подойдут мне идеально. В ту сторону, там где меньше всего естественной маскировки, я и буду ставить скат укрытия. Да, наверное, в эту сторону. Здесь меньше всего естественной маскировки. А тут ее изобилие. Конструкция данного типа скроет свет пламени от костра, а потенциальный противник, посветив сюда фонарем ночью, не поймет, что это чье-то убежище. Сначала нужно сделать каркас. Я выбрал два дерева, они идеально подойдут для моего односкатного шалаша. Теперь нужно найти несущую жертв перекладину. Этим я сейчас и займусь. Я думаю, вот такое бревно подойдет мне идеально. Это будет трудно, но без этого никуда. Теперь я замаскирую след от этого бревна, который я оставил за собой. Вот по этому следу вычислить мое местоположение проще простого. Иголки, мох, шишки, все что угодно. Немножко зарыть дерн, который я сдер. Наложить сверху естественной маскировки. Естественная маскировка самая правильная. Ну вот это другое дело. Теперь вместо этого бревна нужно немножко зарыть, чтобы никто не понял, что тут что-то лежало. Все должно выглядеть естественно и натурально. Ведь главная задача не демаскировать себя вместо своих дислокаций.
другое дело. Пойду в лагерь. Солнце уже садится. Нужно быстрее строить укрытие. Вот эти сучки мне пригодятся. Как строительный материал или как топливо для костра. Но на данный момент им тут не место. Я расчищу себе поляну, чтобы можно было здесь делать костер, импровизированный каремат. Я думаю, сойдет. То, что нужно. Настало время сделать сам скат. Я напиляю жерди стропила своей складной пилой. Сами стропила лучше искать как можно дальше от лагеря. Есть два нюанса. Если перекладина валяется вот так, как гнилое бревно, можно брать где угодно, хоть в метре от самого места ночлега. А если вот он стоит как вот это дерево, то пилять нужно как можно дальше. Таких бревен мне нужно около 3 дюжин. Это сойдет. Интересно, да? Я замаскировал крышу тем, что у меня под ногами. Естественная маскировка самая лучшая. Да, это уже сам скат. Сначала укладывается самый нижний слой, потом выше и выше, перекрывая предыдущий. Таким образом, вода, которая будет капать сверху в виде дождя или каких-либо осадков, будет скатываться вниз, а не просачиваться внутрь укрытия. Чем больше на укрытии будет того, что находится вокруг, собственно говоря, леса, тем лучше. А ведь это просто лес. Земля, иголки, трава, сучки. Все гениальное просто. Чтобы на автомате добиваться данного результата, необходимо знание матчасти. Односкатный шалаш представляет собой навес, позволяющий защититься от ветра, дождя или снега, а также служит экраном, отражающим тепло от костра. Удобно такое укрытие строить между двух, либо на одно поваленное на другое дерево. Такой шалаш можно сделать из любого снаряжения, при условии, что оно имеется. Это все, что не пропускает влагу и зеркалит тепло. Я же, за неимением этого всего, воспользовался дарами природы. Вот теперь это можно назвать
настоящим укрытием. Костер, как его ни делай, будет видно со всех сторон по-любому, но можно минимализировать эти предательские иллюмины. Есть один способ. Я вырою небольшую ямку для костра. Теперь я вырую вторую дырку, это будет подсос воздуха для костра. Костер данного типа не должен сильно дымить и сильно гореть. Даже маленького, как я его называю, пищевого костерца будет вполне достаточно для обогрева моего лагеря при использовании такой техники. Костер данного типа обеспечит меня хорошим теплом, и в тот же момент враг не увидит его, потому что он находится под землей непосредственно. Чтобы мое укрытие работало максимально продуктивно, я сделаю еще одно зеркало по ту сторону от костра. Примерно вот здесь. Да. Я вобью несколько несущих столбиков в землю, около 4 или 6. Это будет основа для моей зеркальной стены. Все, хватит. А между ними я закреплю нарезанные жерди. При использовании такой техники, 2 экранов, тело спящего будет отдыхать комфортно и верно. С помощью второго экрана я как можно сильнее скрываю свет пламени, при этом обеспечиваю свою импровизированную кровать дополнительным теплом. Теперь спальник мне не нужен, но другой вопрос с карематом. В этом мне помогут листья деревьев и иголки. Для первого слоя подойдет кора с этого дерева.
Вроде нормально. Теперь насобираем иголок. Землю трогать не нужно, просто верхний слой. Вот таким вот образом и дальше. А теперь совсем чуть-чуть листьев для разнообразности. Главное, как можно меньше веток. Не хочу, чтобы ночью что-то давило мне в спину. По-моему, идеально получается. Ну вот мой каремат и готов. Я подготовил небольшую кучку дров на ночь. Даже небольшой кучки мне хватит, потому что я не буду много кормить его. Мне большой огонь не нужен, а тепла вполне достаточно. Как можно заметить, огонь бьет в ту сторону не просто так. Здесь дырка. Воздух подсасывается именно с этой стороны, поэтому он выбивает пламя наружу в ту сторону. Данное укрытие – это самое быстро возводимое убежище в лесу для ночевки. Определенно силы и время, затраченное на его конструкцию, стоили того. На возведение лагеря у меня ушло примерно 3 часа. Было распилено около 40 палок. Я потратил некритичное количество калорий, но все равно к затраченной энергии нужно относиться очень бережно. Расстояние между укрытием и зеркалом 1,5 метра. От костра к ним расстояние составляет почти 4 дециметра. Общий радиус убежища, если считать костер центром, 3 метра. Высота укрытия метр с лишним. Время и силы, ушедшие на возведение лагеря данного типа, определенно были потрачены не впустую. Лес – это, пожалуй, самое благоприятное место для выживания при чрезвычайных происшествиях. При должном умении приспосабливаться тут можно находиться продолжительное время, кочуя с места на место, добывая ресурсы, материалы различного назначения и просто преследуя свои цели. Лес изначально, с давних веков, является домом человека. И вот теперь, когда мне это действительно нужно, он принимает меня в свою обитель, защищает и помогает. Спасибо. Thank you.